Цифры и деньги. Можно ли по дате рождения, по нумерологии определить, какие самые для вас успешные сферы, где, если вы направите свою энергию, возможен успех, и, возможно, вы заработаете больше, чем если пытаться заработать в какой-то другой сфере, которая не соответствует вашим цифрам. Какие же две самые важные цифры по нумерологии у нас? Это число души и число кармы. Число души – это дата рождения. Если сложить дату до одной цифры, то получится число души. Например, у вас день рождения 19 января, значит 1 плюс 9 – это 1. Или 20 февраля 2 плюс 1 – это двоечка. То есть число души, один или два и так далее. И общая цифра, когда мы складываем вместе все цифры даты рождения, например, день рождения у кого-то там 1 января 2005 года, например. И чтобы определить число кармы, надо сложить дату рождения, то есть единицу, месяц – это первый месяц, и весь год тоже сложить вместе, то есть все эти цифры сложить до одной цифры. Если, например, в конце у вас получается двузначное число, то и эти цифры две сложить вместе, и получится число кармы. Эти две цифры, они направляют человека по жизни, и чем больше человек как бы чувствует их энергию, даже делает то, что цифры ему говорят, и не цифры ему говорят, а за каждой цифрой стоит определенная планета, поэтому энергия цифры становится живой. Сама цифра как символ, конечно, как бы, если ты напишешь там цифру 5, 2 или 3, она не имеет как бы сама по себе написанная цифра энергию, но за каждой энергией, поскольку стоит планета определенная, согласно ведической нумерологии, то эта цифра становится живой. За каждой цифрой стоит мифология, за каждой цифрой стоит история, и наша дата рождения – это и есть как кармический код судьбы, который позволяет нам увидеть свое прошлое, свое настоящее и свое будущее. Если ты идешь в ногу со своими цифрами, то тебя может ждать успех. Если человек даже не видит энергию своих цифр, то он может застрять на одном месте или идти не по той дороге. То есть как бы часть его, большая часть его энергии, он, может быть, ее даже не видит, часть характера, которую он даже не знает о себе. Поэтому мы иногда встречаем людей, которые у них там, может быть, не знаю, 3 высших образования, но они до сих пор бедные, они не знают, как зарабатывать, они не знают, как приложить свои знания в дело. Это, конечно, целая там отдельная тема, как это делать, но все равно, то есть вы уже, наверное, заметили, что не всегда человек, который имеет там 5 высших образований, он миллионер, а есть люди, у которых нет вообще никакого образования, они миллионеры. То есть энергия денег и как она приходит к людям намного шире, конечно, чем просто понимание цифр. Но сегодня мы посмотрим такие базовые вещи, которые, конечно, просто каждый человек хорошо, если он это знает, он это использует себе во благо. То есть это очень простая система, не надо знать астрологию, не надо знать каких-то там сложных вещей про планеты. Посчитали свои цифры и можете слушать. Далее, сегодня мы поговорим про каждую из цифр. Э, я буду информацию брать из моей книги «Кармический код судьбы», ведическая нумерология, книга, которая стала бестселлером по нумерологии, получила уже 2 награды на благо мира 2019 финалист, и за моей спиной я как автор получила 2 месяца назад звезду Ридера.
как один из самых успешных авторов современности в сфере саморазвития. То есть моя тема — это тема кармы. Все, что я делаю, это вокруг да около этой темы, для того, чтобы избавиться от негативной кармы и активизировать положительную карму в своей жизни, поскольку люди, даже того не зная, уж точно чувствуют, скажем так, груз негативной кармы в своей жизни, но позитивную не все даже знают, что она тоже есть, и на нее тоже надо обращать внимание, если не хочешь, чтобы вся жизнь казалась как какой-то сплошной ад, да, или какая-то черная полоса. Это все из-за того, что человек не знает себя, он ну, как слепой котенок куда-то бредет, думает, что он как-то найдет свою дорогу, но звезды нам и планеты, в том числе и цифры, которые олицетворяют энергию планет, нам помогают найти правильный путь. Все, прелюдия закончена. Начнем с цифры 1. Если я увижу какие-то хорошие цитаты, я вам их тоже зачитаю с книги. В моей книге там, кстати, есть много и ошибок разных, и если какие-то я замечу, я вам о них скажу, потому что в 2018 году, когда я написала, ну, это все-таки уже время прошло. Сейчас я уже, конечно, бы лучше ее написала, но тем не менее, тем не менее, начнем с единички. Единичка. Я единичка. Не любит себя единичка критиковать, зато любит критиковать всех остальных. Что нужно единице, чтобы хорошо зарабатывать? Какая сфера, какое направление, может быть, какие-то качества, да, характера развивать, на что обратить внимание. Самое-самое важное про единиц, что они не подчиняются никому. И, конечно, не сразу все становятся начальниками, не сразу все становятся, вот как в книге написано, да. То есть единица — это генерал, который больше любит отдавать приказы, чем их выполнять. Внутри единицы всегда есть противостояние, если кто-то хочет ее как-то там поучить, надавить, говорить ей, что ей делать, во сколько ей приходить на работу, во сколько уходить, начинать там командовать единицей, то есть ей это не будет нравиться, даже если вы единица, вам кажется, что ну вы же там 20 лет отработали на какой-то работе, ну или у вас много терпения, или все-таки у вас была хоть капелька свободы в ваших действиях, иначе единица — это не та цифра, которая долго может терпеть над собой, да, какое-то давление, даже сам факт, что у тебя есть там, не знаю, начальник или, как некоторые называют, босс, для единицы это ну, как бы даже само слово, то есть я даже не могу себе представить, чтобы я сказала, что у меня есть какой-то начальник или у меня есть какой-то босс. То есть всегда в работе единица, она видит других как себе равных, или если у нее есть подчиненные, то да, она может быть там главнее, но вот это ощущение, что ты как будто под каким-то каблуком, что есть какой-то начальник, который там может, не знаю, на тебя там срываться или давать тебе какие-то задачи, которые ты не хочешь делать. То есть чем больше единица будет вот на такой работе, где ей надо задавливать саму себя, под кого-то подстраиваться, выполнять какие-то там требования, какие-то еще дополнительные работы, за которые ей не платят, то, конечно, о каком там хорошем заработке может быть речь, если единица идет против своей сути. То есть в основном только лидерские позиции подходят единице или хотя бы такие позиции, где на уровне взаимодействия на работе, что единицу ценят. Да, может быть, она под кем-то работает, но у нее есть своя свобода, то есть никто там не сидит у нее на шее, и у нее есть вот это поле, где действовать, и вот, может быть, там оно небольшое, но там единица управляет. То есть единице надо управлять всем, что она делает, чтобы не было так, что кто-то там пришел и начинает там, ну,
там, твоем офисе или возле твоего стола, да, что-то там тебе там под руку говорить, то есть единицам это не нравится, и вот в этом и есть вся суть энергии и денег, и работы, что если ты находишься в атмосфере, где постоянно тебя что-то раздражает, а единицу может много что раздражать, то энергия уходит не на зарабатывание денег, а на выяснение каких-то отношений и подавление вот собственного чувства неудовлетворения, что кто-то там над тобой стоит, да, и что-то от тебя требует. Поэтому, конечно, не сразу там все рождаются миллионерами и сразу там в каких-то лидерских там позициях в кресле начальника сидят, да, единицы, но все должно к этому идти, чтобы у единицы было вот хоть маленькая команда, хоть маленькое место, да, где она может управлять, где принимать собственные решения. Потому что единица не тот человек, кому просто сказать, вот делай так, и она будет делать. Да, я знаю людей там, например, которые там, не знаю, например, какой-нибудь автомеханик работает там в автосервисе единица. Знаю такого человека, вечно ноет, вечно недоволен, что начальник там сволочь, да, вот он там и это требует, а он вот, видите ли, ну, такой вот, да, и ну, его раздражает этот там начальник. То есть понимаете, что если человек работает в таком месте, где в принципе, ну, то есть, может быть, ну, понятно, да, что у него есть там начальник, и, ну, в этом нет никакого смысла, если он продолжает там жаловаться, ныть, жаловаться на начальника. То есть это уже первый признак, что, ну, если тебе не нравится работа под начальником, ну, становись там своим начальником, открывай, пожалуйста, свой бизнес, там свою сеть автомоек, да, автосервисов, там магазинов, пожалуйста, никто же не мешает, а вот легко там гнать, да, на начальника, что тот требует от тебя много. Но он хочет, если хочешь деньги зарабатывать, ну тогда делай, что тебе говорят. Или, по крайней мере, ну, надо понимать, что есть иерархия, да, в работе. То есть у единицы с этим проблемы, она может даже вот находясь в какой-то работе, не знаю, там, конечно, есть наверняка кто-нибудь и уборщик единица, там и, не знаю, там какой-нибудь там сантехник единица, да, и так далее. То есть но ощущение, да, что он там главный вот на своем месте, у него вот хотелось бы, чтобы это было так. И если это не так, то мы получим вот такого ворчливого человека, у которого вечно не хватает денег, он всем недоволен, но он ничего не делает для того, чтобы поменять это место, чтобы взять инициативу в свои руки, начать зарабатывать больше. Ведь если быть начальником, то и ответственность совсем другая. Да? Поэтому вот эта лидерская позиция, где ты начальник сам себе, где ты берешь ответственность на себя, вот это такое одно из самых важных для единицы, чтобы она могла свободно там, передвигаться на работе. Не совсем для единицы работа там с 9 до 6. Ей лучше, когда можно ну, то есть самому, да, контролировать там вот работа, не знаю, из дома, или какие-то поездки, где ты сам можешь свое время распределять, это более для единицы положительно. То есть чем единица будет внутренне лучше, тем у нее больше будет денег. Чем больше она будет сопротивляться, идти против, так сказать, волны там начальника и вот находиться на работе, где ей там давно уже все не нравится, то, конечно, это будет оставлять отпечаток на ее заработок. И такая вот независимая работа, креативная работа, нерутинная работа однозначно, потому что единица – это солнце, и солнце, оно светит тогда, когда хочет, а когда не хочет, не светит. И ей надо дать вот эту свободу решать, когда что делать. Естественно, не на всех работах есть такая возможность. Но если все хорошо, то единица обычно, конечно, выбирает такие позиции в работе, где все-таки у нее есть право выбора, где она может в каком-то смысле командовать другими или командовать, по крайней мере, своим местом работы, да,
в тех делах, да, которые единица в абсолютно в любой сфере там управляет, тогда единице хорошо. Но как такая одна из важных вещей, это чтобы работа была постоянно разная, да, потому что Солнце это все-таки энергия, креативная энергия, творческая энергия, и если постоянно будет одно и то же, то единице такая работа тоже не будет нравиться, естественно. То есть нужно находить, даже если это рутинная работа, как ты можешь эту работу ну, делать, может быть, каждый раз по-другому, может быть, разные клиенты, может быть, как-то переключать внимание с одного на другое. То есть для единицы важно, чтобы было как вот каждый раз что-то новенькое, да, каждый раз вот выход на работу – это как праздник. Опять же, даже вот как выход на работу, да, то есть что не просто единица идет на работу, а для нее это как сцена жизни. То есть надо одеться, надо там, если женщина накраситься, там, да, посмотреть в зеркало, как вообще ты выглядишь. То есть если единица начинает просто идти на работу, вот как с кровати встал, ну, мужчины там не красятся, да, ну, может, они там бреется, погладил рубашку, то есть красиво там оделся, женщина тоже, но если единица начинает идти на работу как попало, то это верный признак того, что, конечно, она уже ненавидит эту работу. Работа никак для нее уже не сцена, а это просто какой-то там пытка, да, на которую она ходит, и это вопрос времени, когда просто взорвется эта единица, и тогда все увидят, да, особенно домашние, а, что единица не на том месте, да, где должна быть. Как поддержать единицу, да, если вы знаете единицу, и вы знаете, у единицы бывают всякие сумасшедшие идеи, и иногда ей хотелось бы получать, скажем так, не то чтобы поддержку, но одобрение ее действиям, то единица просто хочет слышать, что да, ты молодец, делай это, у тебя все получится. Единица не ждет ни от кого, чтобы там глубоко как-то анализировали ее решение. Если единица вам говорит, что она хотела бы сделать это, говорите, очень хорошая идея, делай. Потому что если вы хоть один раз скажете единице, что это плохая идея, что ты там затеяла, или что вот ты провалишься, или вот ты что-то плохо сделал или сделала, то больше единицы вас вообще не будет слушать, да, то есть лучше не надо там врага в этом плане себе иметь, и просто единица никогда больше не будет с вами советоваться, и когда она все-таки достигнет успеха раньше или чуть позже, то никак не будет вас вообще потом даже скажет, что знать вас не знаю, да, потому что вы ее не поддержали вот на этом пути, когда единица по своей карьерной лестнице шла вперед, то есть единица ждет только одобрения. Да, это эгоистично, да, это, может быть, не всем нравится, но такая реальность. Хотите быть с единицей, ну, придется поддерживать в таком плане, просто ей не стоять на пути и не пытаться объяснить, в чем единица не права, почему ее идеи не очень позитивно, как вам кажется, и, может быть, провалится, да, вот такая идея. Лучше просто говорить, да, хорошая идея. Если даже единица потом видит, что это была плохая идея, зато она вспомнит, что вы ее поддерживали, да. Это лучше, чем вы ее сразу не поддержите. Ну все, тогда ну, пиши пропало, потеряли вы единицу. Какие же профессии у нас у единицы более такие подходящие, да, собственный бизнес, но это естественно, да, собственный бизнес, собственное дело, все позиции там в администрации, политики, менеджеры, то есть топовые специалисты своей профессии. Единицы вообще, они не начинают что-то делать, чтобы быть какими-то средними людьми где-либо. То есть если единица что-то делает, значит, она хочет быть там первая, самый важный, то есть самый, ну, то есть топ of the top. Да. Банкиры,
Ну, бывает у единиц, конечно, да, там занимаются всякими вкладами, там на бирже, спекуляции, инвесторы. Ам, Там нужно осторожнее, но инвесторы, директора, юриспруденция часто интересует Солнце, да, поэтому часто они учатся на юридическом, на экономическом. Все, что помогает понять глубже вообще, как зарабатывать деньги, как быть успешным, все это всегда интересует единицу. Много чиновников и людей в государственных учреждениях работают единицы. Там, где ты чувствуешь, что есть власть, там, даже если у человека, может быть, зарплата не такая большая, но он чувствует, что он управляет, что вот без его там подписи ничего не будет происходить, да, то есть он чувствует, что он там имеет какую-то свою власть, свое место, и для кого-то из единиц этого достаточно. Несмотря, может быть, что деньги не так много платят, но иногда вот даже просто позиция власти единицы бывает, что удовлетворяет, да. Работники медицины, да, разного рода врачи, потому что, ну, врач, он, в принципе, сам себе часто и режиссер, есть и образование, есть и ответственность на своем месте, да, и разного рода креативные профессии, актеры, там, ораторы, те, кто делают презентации, что-то там рассказывают, рекламируют, продают, но там, где их личность именно имеет значение, где они могут сиять, то такие профессии единицам хорошо. Опять же, все профессии, где человек, может быть, он сам что-то создает своими руками, да, может быть, он автор, или он ювелир, или он продает что-то или делает что-то дорогое, что-то эксклюзивное, что-то качественное, или продает какие-то услуги, которые дорогие. Да. Некоторые есть, вот написала в своей книге, да, и учителя, работа с детьми. Э, ну, сейчас я бы, может быть, эту работу с детьми и убрала бы из книги, поскольку все-таки единицу легко из равновесия вывести в плане у детей это хорошо получается. Ну, не все единицы любят возиться с детьми, да, ну, из-за того, что все-таки Солнце 5 дом в гороскопе, и Лев связан с детьми, поэтому я здесь упомянула сферу там детей, но с той оговоркой, что, конечно, единицы и дети не всегда совместимые понятия. Но учителя, как профессия, да, любят единицы делиться знаниями, когда есть какой-то результат их действиям, конечно, это их радует, да, иначе они бы это не делали. Э, Где можно блеснуть, где можно получить результат, если, естественно, да, чтобы и дело, которое ты делаешь, приносило тебе удовольствие и материальное вознаграждение, вот это идеальное место для единицы. Кто у нас из знаменитых людей имеет число души? Единичку. Вот Билл Гейтс, да. Раньше он был самый богатый человек в мире, сейчас он уже не самый богатый у нас Илон Маск, потом Безос такой, основатель, человек есть мужчина, Безос, Джефф, по-моему, Джефф Безос, он основатель Амазона. Вот, пожалуйста. Нет, Джефф Безос не к тому, что он единичка, просто как сравнение, да, что человек, который открыл в своем гараже свою фирму, так он начал Amazon. А сейчас Amazon одна из самых богатых компаний в мире. Ну, он один из самых богатых людей в мире. Принцесса Диана, Гоголь, единичка, Георгий Гурджиев, Мерлин Монро, Коко Шанель и так далее. Да, единички, такие яркие личности. Можете еще поискать каких-нибудь своих любимых там звезд, кто они по единице. Это всегда, я так изучала когда-то астрологию, нумерологию, что ты видишь там на
знаменитостях или на людей, которых ты знаешь, как на них цифры влияют, и потом э, пытаешься это увидеть у себя, да, для сравнения. Это самый лучший способ, как изучать себя, нумерологию, астрологию. Э, Про единицу, наверное, я больше всего сказала. Ну, естественно, про себя. Да, в чем еще можно единицу обвинить, да, что она любит про себя говорить. Ну, да, вот видите, прям на лицо, результат на лицо. Про себя можно говорить долго. Но дальше мы перейдем к цифре двойка.